Всем привет, это я. Вспомните, как раньше фармили репу, бегал, бил мобов и страдал. А теперь Blizzard говорят, вот тебе тяпка, вот тебе капуста, вперед. В этом гайде расскажу, как качать репу с земледельцами быстро, эффективно, с бонусами и без боли в спине. Погнали! Земледельцы – это группа фермеров, поваров и торговцев, проживающая в центральной части долины Четырех Ветров. Эта репутация не похожа ни на одну из ранее известных нам репутаций и предполагает обработку настоящего участка земли, взаимодействие с профсоюзом земледельцев и установление дружеских отношений с членами этого союза. Деятельность земледельцев будет в основном сосредоточена на фермерстве, сборе особых угощений и предметов для друзей, а также выполнении ежедневных заданий для повышения репутации, необходимой для продвижения по цепочке заданий Союза. Умение готовить не является обязательным для развития фракции, но значительно облегчает жизнь. За этой репутацией также скрываются два рецепта, связанных с кулинаркой. Хотя вы можете выполнять вступительные задания сразу с 85 уровня, все ценные составляющие репутации открываются только с 90 уровня, поэтому я бы не рекомендовала развивать эту профессию, пока вы не достигнете 90 уровня. Ваша репутация у земледельцев будет отделена от репутации ваших друзей на рынке Полугорья. Земледельцы находятся в центральной части долины Четырех Ветров Полугорья. Местом основного задания интенданта будет рынок Полугорья, а ваша ферма расположена немного севернее. Вначале фермер Юн вас научит фермерству. Будучи поначалу объектом насмешек из-за своего городского воспитания, фермер Юн хочет работать на ферме своего деда и терпит насмешки остальных жителей деревни. Эта начальная серия заканчивается тем, что он получает голос Джины Грязный Коготь после сбора урожая лука Шалот. Цепочка дойдет до растениеводства 6, голос Джины. Далее выполняем каждый день дейлики и повышаем репутацию. После завершения начальной квестовой линии вы получите доступ к 4 участкам для выращивания урожая. Это количество расширяется до 16 по мере прохождения вами квестовой линии Союза. На этих участках вы можете сажать семена, продаваемые торговцам зеленым полем, которые сначала дадут вам основные кулинарные материалы, но затем по мере повышения репутации у земледельцев дадут более интересные материалы, такие как частица гармонии. Как только у вас будет уважение, фермер Юн вам даст новое задание. На этот раз нужно будет идти к Гай Лань и выполнить квест. После выполнения квеста у вас на почту придет подарок в виде сумки с семенами, а также вы заметите на себе баф садоводства, который действует 15 минут. По истечении 15 минут у вас появятся новые 4 грядки. Однако это не так просто, как просто посадить семена и получить награду. Вам нужно будет обрабатывать почву и убедиться, что все сорняки и вредители очищены. После посадки семян вы можете столкнуться с некоторыми проблемами, которые необходимо исправить, если вы хотите собрать урожай. У растений могут появиться дебафы, которые нужно устранить. Например, при дебафе сушения его нужно полить лейкой. Ее можно найти рядом на пеньке. Если ваши посадки заполнили насекомые, то вы просто их опрыскиваете. Итак, дебафы. Высохшие посевы. Поливаем из лейки. Зараженные. Опрыскиваем опрыскивателя, который лежит у лестницы. Ёрзающие. Жмем правой кнопкой мышки и убиваем моба. Притягательные, столб света. Жмем правую кнопку мышки и убиваем птичку. Чахлые, подходим к растению, жмем правую кнопку мышки, у вас будет ползучий сорняк. Вам нужно 10 раз нажать кнопку 1. Строптивые, боремся с диким сорняком. Опутанные, снова жмем ПКМ и просто отходим от посадки, пока не оторвется лиана. Рядом со своей фермой вы можете собрать лейку, опрыскиватель и лопату, но что будет, если их удалить? Все просто, подберете их рядом с вашей плантацией. Если в какой-либо момент вы обнаружите, что посадили не ту культуру или посадили ее не в том месте, вы можете взять лопату из набора инструментов рядом и выкорчевать растущее растение, уничтожив его, но оставив место для повторной посадки. Не бойтесь, время посадки не обновится, так как любое растение растет сутки, поэтому если вы посадите растение хоть за 10 минут до рестарта заданий, они вырастут.
За дружелюбие капустка, лук, репка и ягодки. За уважение осеннее цветущее дерево. За почтение семечко колокольчика даст нам частицу гармонии. Семечко кактуса даст нам ткань для ткачей и врачей. Семечко хищного листа даст нам реги для кожевки. Загадочное семечко даст нам реги для травников, алхимиков и начертателей. Семечко цикуты даст нам предметы для горняков, инженеров и кузнецов. А волшебная луковица даст нам пыль духов, либо загадочную субстанцию. На превознесение мы можем посадить зимнее цветущее дерево. Первоначально, пока вы обрабатываете землю, в вашем распоряжении будут только ржавая лейка, старый опрыскиватель и зазубренная лопата. По мере прохождения линии квестов Союза сжженный грязный коготь будет продавать вам сельскохозяйственные инструменты, которые помогут ускорить вам процесс ежедневного ведения сельского хозяйства. Ирригационная система, установленная поливочная система, позволяет полить все растения в огороде сразу, то есть не нужно использовать несколько раз лейку и бегать от ростка к ростку. Купить предмет можно несколько раз, но задание можно получить только единожды. Нет смысла покупать предмет второй раз. Чтобы увидеть девайс после сдачи квеста, отбегите подальше от своего города так, чтобы его не было видно, и вернитесь обратно. Инсектицид «Властелин грома» на грядку устанавливается отпугиватель вредителей. При использовании все зараженные посевы излечиваются. Больше не нужно бегать с опрыскивателем. Довольно удобно, позволяет очистить 8 ячеек от заражения одновременно. Супер плуг, бороздящий землю. После сдачи квеста Юнгу надо выйти с фермы и зайти снова. После этого рядом с лейкой и опрыскивателем появится плуг, при нажатии на который у вас в инвентаре появится супер плуг, используя который можно вспахать сразу одну линию грядок, то есть 4 штуки. Можно не таскать его все время в сумке, он так же как и лейка появляется на ферме, если вы его выкинули. У земледельцев есть 10 НПС, с которыми вы можете подружиться, чтобы получить награды, связанные с вашей фермой. Есть несколько способов завоевать дружбу с этими НПС, большинство из которых доступны ежедневно, а некоторые повторяются. И первое – это особые подарки можно найти в Темной Земле, которая даст вам 540 очков дружбы за сдачу, если только это не подарок, который действительно понравится НПС. В таком случае он даст 900 очков дружбы. Ежедневные подарки в виде еды. Каждому НПС сдача этих подарков принесет аж 1800 очков дружбы. Ежедневное задание, которое дает Андре. Вам нужно сделать подарок. Не путайте с подарками Темной Земли другу на 1400 очков дружбы. Другие ежедневные задания, в основном связанные со сбором или убийством, которые заканчивают участью разных друзей, например, не на заднем дворе Чичи, за 2000 очков дружбы и 150 очков репутации с земледельцами. Регулярные, не ежедневные задания, доступны после достижения нового уровня дружбы. Ну и Тина Грязный Коготь, популярная дама с большим количеством украшений, за возврат которых можно получить 3750 дружбы. Советую поставить аддон Том-Том, благодаря которому можно сделать макросы и быстро найти темную землю на локации. Темная земля – это место, где вы найдете особые дары, такие как синее перо или милое яблочко. Темную землю можно найти по всей Пандарии, но чаще всего она встречается в фермерских районах долины Четырех Ветров, недалеко от полугорья. Щелкнув по земле, вы получите один из этих особых даров. Обменяйте их на подходящего НПС, чтобы получить максимальную прибавку к дружбе, если вы еще не являетесь лучшими друзьями с соответствующим НПС. Обратите внимание, что вы не сможете взаимодействовать с Темной Землей, пока не достигнете 90 уровня. Чтобы было видно лучше Темную Землю, заходим в настройки графики. Далее включаем видимость ультра, детализация ландшафта минимально, объекты ландшафта минимально. Также рекомендую вырубить плашки над головами мобов, если они у вас включены, чтобы не мешались. Ограничений на количество предметов, которые вы можете переносить, нет. Для получения 900 репутации сдаем вещи следующим НПС. Осколок рубина сдаем Ханю Грязному Когтю или Тине Грязный Коготь.
Милое яблочко сдаем йогу пьяному или шо. Болотную лилию сдаем Джинни грязный коготь или фермеру Фуну. Нефритового кота сдаем Элли или рыбе тростниковой шкуре. Синее перо сдаем старику горной лапе или Чичи. Сдавать необходимо именно им. Если сдавать нелюбимые вещи, репутация будет намного меньше. И не забываем, что в сочетании с бафом от ярмарки новолуния или похожим бафом, дающим бонус к репутации, она будет даваться еще больше. Ну и, конечно, не забываем на почтение купить знак признания земледельцев и можете выбить Хозинскую трубку мира для 1000 репутации. На первый взгляд это просто грядки и тыквы, но на деле земледельцы отличный способ расслабиться между рейдами, получить ценные ресурсы и просто кайфануть от атмосферы Пандарии. Если гайд был полезен, ставь лайк, подписывайся и увидимся на ферме.